29 августа 2023 года случилась трагедия, которая позволит нам обратить внимание на украинскую полицию и узнать, что она собой представляет. Днепровские патрульные остановили автомобиль «Ягуар» за вроде как нарушение правил дорожного движения, но отказались предъявить водителю доказательства нарушения им ПДД, которое он совершил минут 10 назад. Через час-полтора патрульный 3 выстрелами подряд буквально расстрелял жителя Петриковки Джумбери Силагаву. Эта новость облетела все соцсети и медиа. И во всей этой ситуации меня прежде всего заинтересовали личности странных полицейских, потому что в таких случаях вылазят наружу все проблемы нашей доблестной полиции. Напомним, реформа украинской полиции началась в 2014 году. Милицию переименовали в полицию с такой вот подводкой. Милиция – это рудимент советской эпохи и означает вооруженное народное ополчение, а полиция – это профессиональный государственный орган, призванный обеспечить правопорядок, избегая карательних функцій. Призначенням національної поліції є захист життя, здоров'я, прав и свобод громадян Украины. Кое-как с ожесточенным противодействием и со скрипом реформа протекала, но в 2019-м она, естественно, сошла на нет. В 2021-м министра внутренних дел Авакова сменил нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский, который вообще себя никак не проявил на этом поприще. Правда, соратники Дениса Монастирського запевняли, що він розумів вади нинішньої системи поліції, зокрема низькі зарплати патрульних, відсутність медичного страхування для них і повернення в лави поліції старих кадрів. Розумів, не розумів – це діло десяте. Результатов этого разумения мы не бачимо, вот в чем заковыка. Ну а сейчас МВД возглавляет Игорь Клименко. В инфополе его особо не видно и не слышно. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Их было двое. Егор, 21 год, 2 года в патрульной службе, Анастасия, 26 лет. Фамилии их тщательно скрывались от общественности, но об этом позже. Вот эта пара. По выражениям лиц и позам многое становится ясно. Ребята довольны собой, жизнь удалась. Это фото Анастасии с места трагедии облетело все паблики. Ее выставила патрульная полиция с целью вызвать сочувствие общественности. Но не все слои общественности тронул этот вид. Например, возникли новые вопросы, типа, если полицейская вся в кровище, то почему на трупе убитого крови не замечается? Также обратили на странный внешний вид женщины полицейской, приклеенные синтетические ресницы, яркий маникюр с достаточно длинными нарощенными ногтями и плотную татуировку. Также общественность поудивлялась, почему, если все так ужасно и на патрульной кровь, а не губная помада, то на заднем плане ее коллега спокойно роется в багажнике, вместо того, чтобы оказывать раненой помощь. И теперь давайте спокойно разберемся в некоторых аспектах этой трагедии. Во-первых, как должна выглядеть женщина-полицейская? Я помню, когда в 2015-м вышли на улицы первые девушки патрульные, все удивлялись, как же они будут справляться с физически сильнее их водителями. И да, нам объяснили, что патрульная служба... Их дело только ходить туда-сюда и протоколы составлять. Задерживать это не их функция. И постепенно все привыкли, что патрульные ходят парами с участием таких вот девушек, как, например, Руслана Суханис. Как должны выглядеть женщины патрульные в Украине, никто не знает, даже министр внутренних дел. Поэтому нам об этом расскажет сержант Дина Запальский, специалист по связям с общественностью Департамента Южной Калифорнии. Дина сама работала в патрульной службе внутренних дел, а как детектив она занималась кражами со взломом, жестоким обращением с детьми и так далее. Так вот, Дина Запальский говорит, что самое главное требование для полицейской, она должна производить профессиональное впечатление. Профессиональный внешний вид чрезвычайно важен, потому что это первое, о чем судят окружающие, как коллеги, так и общественность. Внешний вид имеет решающее значение при урегулировании многих инцидентов и ситуаций. Повторю, внешний вид имеет решающее значение при урегулировании многих инцидентов и ситуаций. Волосы женщин-полицейских в униформе
должны быть убраны с плеч и заколоты булавками. Распущенные волосы или собранные в хвост в форме выглядят непрофессионально и создают угрозу безопасности полицейских. Как видим, Мария Зуб, как и ее начальство, об этих рекомендациях слыхом не слыхивали, как и те днепровские патрульные, которых пригнали к зданию суда, чтобы поддержать Егора. Здесь мы видим еще одну полицейскую с длинным хвостом, глазами с ярко-черной обводкой и нарощенными ногтями. То есть непрофессиональный вид полицейской в украинской полиции – это обычное дело, потому что на заставке сам первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий выставил патрульную с длинным хвостом, толстыми бровями и жирной черной обводкой вокруг глаз. Далее Дина Запальский говорит, что когда дело доходит до макияжа, маникюра или ношения сережек или колец, это зависит от конкретной женщины полицейского и при условии, что это не является чрезмерным. Патрульные управления являются военизированными организациями, поэтому женщины, их представляющие, должны выглядеть профессионалами, подчеркивает она. Теперь детальнее. Косметика в случае ее использования должна быть консервативной, по внешнему виду, сдержанной, а не чрезмерной и гармонировать с естественным цветом кожи. То есть блондинки светлая тона, брюнетки потемнее. Категорически запрещается носить накладные ресницы, толстую подводку для глаз или яркие цвета. Второе. Маникюр. У полиции South Yorkshire Великобритании есть целая инструкция, как должны выглядеть патрульные. И вот тут указано, что оперативный персонал в униформе по соображениям здоровья и безопасности должен коротко и чисто стричь ногти. На ногтях не должно быть каких-либо украшений. Лак для ногтей прозрачный или неяркого цвета. Nail art запрещен, но допустимо очень короткое наращивание. И поясняют, ногти должны быть короткими, чтобы не травмировать других. И вот вам видео, как американская полицейская накладывает легкий макияж. Посмотрите на эту девушку. Она выглядит профессионально. Видно, что она хорошо обучена и тренирована. Она вызывает доверие своим внешним видом. У нее нет цели привлечь внимание коллег или нарушителей ПДД в надежде найти себе мужа или любовника. Она сосредоточена прежде всего на выполнении своих обязанностей. I feel like a bag of ass. I had to come in at 3 a.m. this morning for overtime, and I'm pretty tired. I want to at least attempt to look presentable. I don't know why I'm not doing this in the bathroom, but whatever. L'Oreal Telescopic. This is the brown color. Oh, okay, great. Mascara does wonders. Summer Fridays, lip balm. That's better. Татуировки. Здесь ситуация такая, потому что татуировки становятся все более популярными. Нью-Йоркская полиция позволяет патрульным их использовать. Но есть запрещенные зоны татуировок для полицейских Нью-Йорка. Это голова, шея, кисти рук. Если татуировка на руке, то ее необходимо прикрыть подходящей по размеру униформой с короткими рукавами, при которой даже малейшая часть татуировки не должна быть видна. Если у полицейского татуировка на локте или нижней части руки, и она будет видна в рубашке с короткими рукавами, то необходимо носить рубашку с длинными рукавами и повязку, прикрывающую эту татуировку. В спорных случаях департамент разбирается, разрешить какую-то нательную живопись или уволить сотрудника. То есть, суть вы поняли, раз обзавелся наколкой, скрывай ее от глаз. Носи летом рубашку с длинными рукавами, но, как мы видим, Анастасия носит свою наколку открыто. Наколка ее достаточно плотная, издалека бросается в глаза, ко всему еще и довольно спорной тематике. Народ пытался разобраться, что это за знаки. Одни говорили, что это неоязыческая эстетика, вот эти вот символы вокруг головы. Это рунический компас, исландский магический знак, призванный помочь своему носителю найти верный путь, что Насте, тем не менее, не помогло. Другие предположили, на руці у нашої поліціянтки зображене татуювання під назвою Санта Муерте, що в перекладі з іспанської означає «свята смерть».
Вдобавок ко всему, пыльные громадяне обратили внимание на какую-то круглую коробочку на поясе патрульной. Кто-то распознал в ней пудреницу, кто-то сказал, что в таких носят спайсы или антиникотиновые подушечки, или наоборот никотиновые шарики. Но, как мне кажется, в любом случае эта коробочка не вяжется с униформой. С внешним видом разобрались. Далеко не как в Америке. Внешний вид, как мы теперь понимаем, имеет решающее значение при урегулировании многих инцидентов и ситуаций. И если полицейский производит своим непрофессиональным видом неприятное впечатление, то он вызывает прежде всего недоверие. Теперь вы поймете, что чувствовали Татьяна и Джумбер, когда увидели патрульных, которые их остановили. Недоверие, скептицизм и сомнение, что эти патрульные могут им сказать что-то умное. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Второй яркий момент этой жуткой драмы – это то, о чем мы тут на канале рассуждаем, о манипуляциях общественным мнением. Как легко раскачать толпу в нужном направлении, используя одни только их эмоции. Как я сказала в начале, меня заинтересовали в первую очередь личности полицейских. Кто они? Откуда? Но их фамилии тщательно скрывали в течение 2 суток. Толпу разогревали при полной анонимности сотрудников полиции, допустивших эскалацию в отношениях с водителем, что закончилось убийством. Хотя патрульный обязан с этого начинать общение. Сержант такой-то, ваши документы. Но на тех видео, которые выложили в интернет, моменты, где патрульные представляются, отсутствуют, или он специально вырезан, чтобы подольше держать общественность в неведении. В обоих случаях аргумент не в пользу полиции. Это значит, было что скрывать. И 2 дня, 30 и 31 августа, продажные медиа и такие же продажные лидеры мнений полоскали имя расстрелянного в черных красках, при этом никому не были известны фамилии полицейских. Постепенно выяснилось, что их звали Егор и Настя. Нормально? Егор и Настя. 2 суток это были всего лишь Егор и Настя. 29 августа случилась трагедия, и до 1 сентября шла мощная, грязная информационная атака на расстрелянного Силагаву. Его обзывали и оскорбляли не иначе, как мажор, бык, быдло, биомусор. Продажные медиа и лидеры мнений раскачали толпу, и эти вбросы плебс разнес по всем закоулкам. Кроме всего прочего, расстрелянного представили конченным алкоголиком, распространили заведомо ложную информацию, что Силагава перед инцидентом выпил целую бутылку водки, но ДБР не подтвердило наличие подтверждающей экспертизы, хотя и по видео не чувствуется, что он вообще пьян, ну разве что бокал пива. Но информационная атака дала свои плоды. Легковерную толпу раскачали, она на вбросы клюнула и отчаянно кинулась защищать полицейских, переступая через все нестыковки. Разгонять фейки подключили полицейских плюс ботафермы. Вот в чем ужас. Вот в чем ужас. Создали хештег «Підтримую поліцію Дніпра». Немногочисленні пильні громадяни вспомнили хештег «Кому дзвонити, коли вбиває поліція». Продажные ломы разгоняли тезис «А вот в Америке, а вот в Германии». Толпа тезис подхватила. Например, один лидер мнений, которого я считала таким полуадекватным, я давно от него отписалась, это значит, что он уже потерял мое доверие. Вот что он брякнул. Как в Америке, только пикнул против полисмена, пуля в лобешник и все, и no problem. Надеюсь, постепенно к этому придем. Крючок, как в Америке, толпа прекрасно заглатывает. В ленте этого лома толкутся куча ботов, которых он безустанно лайкает. Так вот, в видео об экспертах я давала рекомендации, как их фильтровать. И вот вам новый маркер. Вычеркните из ваших поставщиков информации все те медиаресурсы, которые приняли участие в шабаше по очернению образа расстрелянного Силагавы, распространению фейков о выпитой ним бутылке водки и сломанном носе полицейской. Особенно тех, кто свои доводы сопровождал словечками «как в Америке», «как в Германии» и т.д. Потому что это тупо сравнивать Украину с этими странами. Когда я вам тут рассказываю, как в Америке, то у меня есть ссылки на источники, а не так брякнул, как в Америке, и понес всякую чушь.
Отпишитесь от всех тех, кто разгонял сказку про несчастных бедных овечек полицейских, которым нужен бесплатный адвокат, а также от тех, кто в это поверил. Натомість подпишитесь на тех, кто не поддался на эту информационную атаку, ждал развития событий и выражал сомнение, что Силагава прямо-таки исчадие ада. Будьте бдительны, потому что 1 сентября, когда просочилась информация о том, что Егор совсем не бедный патрульный, а сын чиновника из достаточно обеспеченной семьи, чтобы оплатить себе ни одного дорогого адвоката, то дело было сделано. Толпу уже накачали ненавистью к расстрелянному, а те, кто по глупости драли горло за полицейских, просто закрыли пелики без комментариев. Помните, как мы говорили, однажды поверив, словившийся на крючок вряд ли признается, что был неправ, потому что ловится на эмоциях. Признает свои заблуждения только тот, кто сразу на минутку не разобрался, но потом, послушав доводы людей с противоположным мнением, изменил свою точку зрения и легко в этом признается. Да, сначала словился, но потом разобрался. Но те, кто 2 суток полоскал имя Силагавы в черных красках, те уже безнадежные. В своей недальновидности они не признаются и будут упорно гнуть свою линию. Третий аспект этой трагедии. Раскрас полицейская – это не полбеды, как многие могут подумать. Это беда. Это прямая наводка к тому, что и в остальном патрульные оказались некомпетентны и неподготовлены. Это неумение вести диалог, плохая физическая подготовка, преобладание эмоций. Я даже хотела подготовить материал о том, как надо вести диалог, разобрать все ошибки полицейских, но потом поняла, что все это бесполезно, потому что в этом деле столько непоняток, что, возможно, диалог был таким, как он и задумывался. Прослушайте его сами, я только обращу внимание на 3 момента. Тобто було, по-вашому, нормальним поліції підрізати бус і поїхати на красний ось тут, на цьому перехресті, спитала патрульна. Де той бус? Хай покаже. Хто його підрізав? Спитала Тетяна. Жіночка, де той бус і хто його підрізав? Все ще спокійно сказав Силагава. Вот видео с этого самого перекрестка. Какой бус подрезали? Непонятно. Кто здесь видит какой-то бус? Бус полиция она имела в виду. Почему бус? А бус же это же автобус вроде бы. Второй момент. Я буду дуже радий, якщо в суді вас звільнять з роботи, звернувся до патрульної Силагава. Кожен день так погрожують, а ні разу ще не звільнили, відповіла Анастасія. Вам показати свої грамоти? Відрізала вона. То есть, получается, что многие водители отмечали непрофессионализм Насти, кроме начальства, которое вручало ей упорно грамоты. Третье. При всем этом хромает и физическая подготовка патрульная, потому что водитель Татьяна, защищаясь от беспредела странных постовых, сумела ее заблокировать. И теперь нам остается только ждать судебного разбирательства, а защитники полицейских тоже ждут, но не ждут, когда все уляжется, все затихнет, ведь идет война, интерес к этому делу спадет, и все забудут про расстрелянного Силагаву. А мы потом посмотрим, как суд разберется, потому что уже есть звоночки, что не все там так просто. Странно выглядит и реакция патрульных на не такое уже и грубое нарушение, чтобы 1-1,5 мариновать Силагаву своими непрофессиональными диалогами и придуманные бусы. И почему не звали они на подмогу, если Силагава был такой ужасный и опасный, и то, что во время этих разговоров патрульные не заметили, что он в стельку пьяный. У меня возле дома перекресток, там при каждой смене цветов, светофора, последнюю минуту на красный летят автомобили, и я никогда там не видела никакого полицейского. Постойте, там рука заболит протоколы выписывать, а тут впечатление, что Силагаву пасли, а потом спецом выводили из терпения. Вначале это был спокойный, миролюбивый человек, даже с юморком, но показал неприятный для патрульных знак, он знал свои права, легко его на понт не взяли. И Силагаву как спецом целый час выводили из терпения. Патрульные как знали, что им все сойдет с рук, поэтому особо не заморачивались дотримуванням законів та инструкций. Там, может, была и личная месть, и заказы, и все что угодно. И Силагава выглядит скорее как жертва. И он, и Татьяна защищали свои права, а также всех тех, кто как по команде ФАС кинулись их оскорблять разными непристойными словами. И никто Татьяне не собирает деньги на адвоката, и она сейчас осталась одна, и никому ее не жалко. Зато все жалеют патрульных, быстряком объявили сбор помощи. И они уже насобирали 1 000 000 гривен, пока считались бесфамильными Егором и Настей.
А вот как об этой ситуации выразился один выпускник Національного юридичного інституту імені Ярослава Мудрого. Але ж не треба бути ні на чийому персональному боці. Треба просто бути на боці закону і нічого більше. А просте вивчення змісту статті 46 Закону України про Національну поліцію в частині 6 даної статті, що застосування вогнепальної зброї без попередження дає навіть необтяженій зайвим інтелектом людині розуміння того, що поліцейський в Дніпрі застосував вогнепальну зброю на ураження людини абсолютно неправомірно, тобто об'єктивно у злочинний спосіб. Втім, багато людей, виправдовуючи дії поліціянта, застосовувати навіть невеличку частину свого розуму, не бажає, використовуючи у своїх оцінках ситуації власні емоції, тобто суб'єктивний оціночний фактор, ось і вся плідна в лапках дискусія. И вот уже есть ухвала суду, здесь уже не догадки, а сухой юридический язык. Ну и эта ухвала нам многое прояснит. Сразу бросается в глаза, что фамилия подозреваемого упорно не обнародуется. Здесь он особо сим. В публичном реестре судебных решений все имена заменяются на особо Н, кроме имен судей, судебных секретарей, полицейских, прокуроров и тому подобное. Они должны быть идентифицируемы, когда выполняют свои роли. И в начале реформы так и было, но постепенно они эти правила изменили, и в судебном реестре теперь анонимизированы все имена. И оказалось, что Егор целый лейтенант. Органы досудебного расследования настаивают о превышении лейтенантом полиции особо 7 власти и его должностных полномочий при особо отягчающих обстоятельствах. В связи с изложенным следователь просил применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без применения альтернативы в виде залога. Прокурор поддержал это клопотание и указал причины. Среди всего прочего, особо 7 является работником правоохранительных органов, полицейским, и может уничтожить или исказить доказательства по делу, оказывать незаконное влияние на свидетелей и потерпевших. Он имеет специальные навыки и осведомлен о формах и методах досудебного расследования, что позволит ему препятствовать установлению истины. При этом прокурор просил не устанавливать подозреваемому залог, видимо, зная более чем прекрасное материальное положение его семьи. Прокурор обращал внимание судьи, что подозреваемый особо 7 имеет зарегистрированное место жительства Полтавской области, не женат, детей и других иждивенцев не имеет, поэтому отсутствуют какие-либо социальные связи, которые могли бы его удерживать от укрывательства от суда и следствия. По поводу предоставленных стороной защиты документов о состоянии здоровья особы 7, прокурор предоставил ответ уполномоченного органа о возможности предоставления подозреваемому медицинской помощи в условиях соответствующего учреждения для содержания под стражей. И приводится адрес Егора по его месту жительства. Это совершенно новый дом многоэтажный, вот с такими современными квартирами, стоимостью от 50 до 90 тысяч долларов. Но судья, как видим, сразу отнесся более чем благосклонно к подозреваемому. Принимая во внимание, что подозреваемый находится на стационарном лечении, обязанность по пребыванию по месту домашнего ареста должна быть выполнена после прекращения стационарного лечения. Вы поняли, сроки лечения не указаны, это может длиться бесконечно долго, вплоть до 30 октября. А будет ли подозреваемый все это время находиться в больнице или дома фактически, вопрос риторический. У него сохраняются все инструменты давить на свидетелей и делать все то, что хотел предотвратить прокурор. А где же Татьяна? Последнее неизвестие. Правоохранители готовят ей подозрения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Статья 348. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Как безоружная Татьяна могла посягать на жизнь обученных и тренированных полицейских? Кстати, вооруженных, не уточняется, но, возможно, к ней будут применены параллельно и другие методы воздействия не кнута, а пряника. Посмотрим. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И, наконец, а как же там в Америке? Посмотрим видео, в котором мы увидим, как ведет себя полицейский в цивилизованных странах.
Это только всякие утырки могут утверждать и верить тому, что в США чуть что, и к водителю, несогласному с полицейским, сразу пуля в лобешник. Конечно, нет. При любых обстоятельствах полицейский должен вести себя сдержанно, не позволять себе включать эмоции, быть вежливым с водителями и помнить о том, что при любых раскладах нужно соблюдать инструкции и не допускать эскалации в отношениях с теми, кого ты остановил. Good evening, Officer Vargo, Bristol Police Department. How you doing tonight? Not too good now. Not Why did too you pull good? me over? Okay, you've been seen in the area. Am I being detained? Quite a bit. At the moment, you're on an investigative stop. Do you have your driver's license Am I with you? suspicious of committing a crime? Pardon? Am I suspicious of committing a crime? At the stop sign back there, you did stop in the middle of the intersection, and you have been seen in the area. Because he told me to stop. Okay, that's The police fine. officer told me to stop. Sure. So what crime have I committed? At this point, you're on an investigative stop, and I'm determining if you're able to drive properly because you've been seen quite a bit in the area. So, what's wrong? Is this a public road? Yes, it is. Do you have What's your- wrong with driving on a public Sure, road? Your driver's license, sir. I'll give it to Mike Swallow. I want him on the scene right now. Okay. Traffic stop. Does So that at mean this I'm being moment, detained? However you want to say it. No, is fine. I want to know if I'm being detained. No, I'm it's not. a yes or no question. You are on an investigative traffic stop. Am I being detained? You are on an investigative traffic stop, and I am trying to determine Are you? your Am I being detained? reason for being in this area. It's none of your business why I'm in this area. It is. It is. No, business it's not. Did I commit a when crime? There are reports of you Committing a crime? driving What in crime? the area. That's not illegal. slowly That's not illegal. and suspiciously. Suspicious of what? It's got to be reasonable suspicion. You can have all the suspicion you want. That's Sure. not reasonable. I'm on a public road. I don't have a curfew. I can drive on any public road I want, any time of day or night I want. Am I being detained? You're an investigative traffic stop, and you are required to produce your ID at this point. When Mike Swallow's on the scene, I will. That's not how it's going to work. You stopped me. I didn't stop you. I want your supervisor on the scene. You stopped on the side of the road. No, I before didn't. had There's a my stop lights sign. on. No, you stopped Because in this- your officer buddy told me to stop. Officer Baker told me to stop. He waved for me to stop through his What window. was your conversation with him? He said to stop. Okay. I'm trying to determine if you're So I if you're stopped. okay, because it is suspicious at this point. Why? At Why is it 3 in the suspicious? morning. I don't have a curfew. I'm a grown ass man. Right. Right. What is the reason that It's you're, none of your that business you're why I'm driving out. slow all through You want me the, to all speed? through the roads? You want me to speed? You want me to drive off road? Okay, so if you're in someone else's position, in one of these houses, or even in our shoes, and you see a vehicle that's constantly driving around town, That's not illegal. very slow, That's not illegal. and following myself. Nobody's following you. I wasn't following you. Sure you were. No, I wasn't. Sure you I was too. suspicious. You were. So what story do you These want to stick three with? things are adding up to the traffic stop. You're a suspicious vehicle in the area. No bullshit. Failure to signal 200 Bullshit. feet before your turns. Bullshit. And you had unsafe starts and stops after your Bullshit. stops at the stop sign. Was you with me when I turned? Did you measure the distance? Date of birth. Why is and it okay for you address. to do? Okay, there's an IC code. You have to show your ID. That's a law. All I asked was, am I being detained? You were on an Right now, investigative yes. traffic stop. All right. I want the supervisor. I want Mike Swallow on the scene. That's not going to happen at That's this not point. going to happen Why not? because he's not working. Slow is not This is the illegal. last time I'm going to explain this to you. Take my license, go do what you got to do, and then go. All right, thank you. Stay in the car. All right, thank you. All right, thank you. All right, thank you. All right, thank you.